Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы снова прогуляемся по заброшенным местам Юрмалы. Посетим советский отель для высокопоставленных лиц и роскошный конференц-зал, дошедший до наших дней почти в первозданном виде. Приятного просмотра! Нахожусь я под одним из брошенных санаториев в каком-то техническом тоннеле. Попал я сюда впервые, и выглядит это все весьма интригующе. Что же здесь интересного? Какие здоровенные трубы. Тут, похоже, тупик. А нет, есть проход. У меня есть такой страх заблудиться здесь. Лестница наверх. Возможно, через эти подземелья я смогу попасть внутрь здания. Подземная мастерская, что ли, здесь была? Но все это давно брошено и пришло в негодность. Счетчик тепла. Огнетушитель с биркой. Жаль, не указан год. Я так понимаю, здесь была небольшая котельная. И санаторий имел автономное отопление. Хотя это лишь мои догадки. Датчик давления. Еще один датчик. Такой же. Как эти баллоны потрескались. Неужели это их коррозия так съела? Вряд ли. Клетка? Стоп, что? Я убрал весь свет. Это свет с улицы, и капает дождь. Я думаю, что за посторонние звуки. Здесь где-то люк наружу есть. Но что вот это? Действительно похоже на клетку. Но я знаю, что это не она. Просто похоже. Да, куда я попал? А вот, собственно, и окошко наружу. Люк. Что ж, теперь у меня есть еще один вариант, как отсюда выбраться.
Ноль реакции. Все-таки я очень надеюсь, что я смогу попасть в здание. Электрощитовая. Тут лучше, конечно, ничего не трогать. Ящики. Сколько здесь таких деталей из стекла. Так, стоп. Тут все-таки есть свет. А вон там висит датчик. Если он сработает, будет крайне печально. Первая опасность пройдена. Это похоже на первый этаж. Аппаратура для показа кино. Кинопроектор 1, кинопроектор 2, 3. Здесь должен быть где-то кинозал. За вот этими окошками.
Если здесь есть электричество, но лифт, видно, отключен. Тут повсюду куча датчиков движения. И дальше я никуда не пройду. Но у меня есть небольшой план. Раз, два, три. Все, сработала сигнализация. Но у меня есть немножко времени до приезда охраны. Надеюсь, я успею вам показать заброшенный бассейн и сауны. Раздевалка. Впрочем, сам бассейн я уже как-то посещал и вам показывал примерно год назад. А вот и он. Почти ничего не поменялось с тех пор. Глубина 2 метра написано. Красота. А тут у нас были сауны. Чувствую этот запах. Ну да, вот бассейн и небольшая сауна. Ух ты, какие бассейны, даже с лесенками, вот это да. И еще 2 вот такие вот ванны. В общем, вон там стоит машина охраны, бело-синяя, а я спрятался на балконе предпоследнего этажа. Я надеюсь, что охрана внутрь не пойдет, сделает обход и уедет. Ну а если и пойдет, то, надеюсь, меня тут не найдут. В общем, охранники уехали. Теперь я вам могу показать несколько верхних этажей. Здание на самом деле, оказывается-то, довольно высокое. Очень красивая белая мраморная плитка. И приятная на ощупь. Какой здесь запах. Запах дерева. И один из номеров. Разобранная кровать. Ух ты! Прямо в номере был камин. Можно было вечерком сидеть у камина, попивать вино и поглядывать на море. А здесь, ух ты, какие люстры здесь были. Красота. Вообще, насколько я слышал, это был санаторий именно для высокопоставленных лиц. То есть в советские времена здесь отдыхали не простые люди, а различные министры, чиновники и другие почетные гости. Интересная ванная в таком синем стиле. Ну-ка. Свет есть, а воды нет.
какая ванна. Это получается, в одном номере было 2 туалета, чтобы друг другу не мешать. Тут даже более современная отделка. Выглядит весьма солидно. Туалет почему-то пуст. Возможно, тут начали делать ремонт, а потом что-то пошло не так, и гостиницу забросили, как это часто и бывает. Двойные окна, деревянные, еще старого типа. Экологические. Море, сосны, спокойствие, красота, да и только. И снова мне хочется нажать на эту кнопку. Хоть я и знаю, что ничего не будет. Удивительно, но в некоторых номерах еще остались вещи. Одеяло. И еще что-то. Ну и, соответственно, люстра. Но уже не такая роскошная, как в прошлом номере. И снова обломки кровати и камин. Кстати, вот что интересно, в каждом номере была своя люстра. То есть они не были одинаковые, они все были в разном дизайне. Почему-то их поснимали и так и не вынесли отсюда. И еще одна ванная. Тоже синяя. Кстати, некоторые номера здесь были совсем компактные. Это, наверное, на одного человека. И, собственно, ванная уже в желтом стиле. Ну а рядом с санаторием расположен вот такой вот заросший теннисный корт. Давно здесь, конечно, никто уже не играл.
Также многие объяснили мне, что вот в этих будочках сидели переводчики. Они переводили речь выступающего на другие языки. Произносили переведенную речь в микрофоны. И все это в наушниках слышали участники. Собственно, вот один из микрофонов. 91 год. Это такие более современные микрофоны. Впрочем, уже и в прошлый раз они здесь лежали. Видимо, никому не нужны, раз никто их не забирает отсюда. И еще один микрофон. Тоже 91 года. Наушники, их здесь целая гора. На каждого присутствующего была предусмотрена пара наушников. Сколько проводов здесь, мама моя родная. Тут в коробке еще наушники. Наушники, кстати, все были довольно дешевые и простые. Инструкция, как пользоваться пультом оратора. Брошюрка про Юрмалу 2005 года. Город на волне. Между прочим, этому журнальчику уже почти 20 лет. Это у нас все инструкции. Вот, кстати, на русском есть. Если хотите говорить, нажмите черную клавишу. Если руководитель даст вам разрешение говорить, у вас загорится зеленый индикатор. Говорите спокойно на расстоянии 30-60 см от микрофона. Если зеленый свет погаснет, это значит, что ваш микрофон отключен. Все довольно просто. 100 ресторанов. Впрочем, все это я уже разглядывал в прошлый раз. Кстати, новые наушники в упаковочке. Но, возможно, кто-то не смотрел мое видео в прошлый раз, и им будет интересно это все увидеть. Впрочем, это все одни и те же инструкции. Еще здесь лежит еще один микрофон, тоже 91 года, старого типа. Интересно, а вот в каком году вообще изобрели микрофон? Может, кто-то знает и может написать в комментарии. Занялся я математикой и посчитал то, что в этом зале всего 105 мест. Сидячих. Кстати, у каждого стола такая штучка. Сюда, я так понимаю, подключались наушники. Это, наверное, регулировался звук. А этим тумблером, возможно, переключался язык. Сложно, конечно, смотреть на это все без восхищения. Ведь это же настоящий музей. И такое в наши дни уже увидишь не так часто. Помимо конференц-зала, тут на первом этаже гости могли
принимать различные процедуры лечебные. Душевая кабина. Тут вот остались такие ванны. Вполне возможно, что даже это были лечебно-грязевые ванны. Ну и, соответственно, душ-кабины, чтобы принять душ после грязевой ванны. Кстати, света здесь нету. Еще один кабинет с такой же ванной. Подводный массаж. К сожалению, в основном здесь комнаты все пустые. Ух ты! Пульт управления. Температура регулировалась. И время. Душ даже был. Класс. Я бы в такой попарился бы. А после можно было посидеть вот в таком джакузи.